Разработчикам, по всей видимости, приходится давать жару после двухнедельного перерыва, что аж выпускают третье по счету обновление в CS2, которое весит почти 3 мегабайта. Но был ли на самом деле перерыв в работе? Ведь за эти 2 недели игра получила свои изменения и без вмешательства в файлы игры. Именно о теневых обновлениях и пойдет речь в данном ролике. Плюс заденем некоторые скрытые файлы с прошлых 2 обновлений. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Представляю вашему вниманию GiftDrop, где можно отлично провести время, открывая различные кейсы, от обычных до самых уникальных, дабы испытать удачу и получить классные скины. На сайте сейчас проходит летний ивент, где вы дополнительно можете выиграть скины. А для того, чтобы участвовать, нужно зарабатывать особую валюту, открывая новые тематические кейсы. Помимо этого, на GiftDrop можно один раз за 72 часа крутануть барабан бонусов, где можно получить либо плюс к депозиту или бесплатные прокруты. А еще на сайте также есть и бесплатные кейсы, которые вы можете открыть, если в течение 24 часов пополнили свой кошелек на определенную сумму. А если ты при пополнении еще используешь мой промокод, то получишь 40% к депозиту. К тому же появился удобный способ пополнения через карту с минимальной суммой в 25 рублей. Так что не теряй времени и переходи по безлимитной ссылке в описании, которая также подарит вам $2 на баланс. Ну что же, для начала коротко о текущем обновлении, которое весит всего каких-то 3 мегабайта. И понятное дело, официального списка изменений нет, так как по сути оно является попыткой фикса большинства багов, которые не получилось у разработчиков нормально починить. По всей видимости, они пытаются переписать основные функции, которые вызывают баги, а не пытаться, как обычно, приделать к ним костыли, после которых мы и получаем новые приколы. Теперь же, что касается утечек и скрытых файлов прошлых 2 обновлений. Большую часть я описал в своем предыдущем ролике, так что кому не впадлу, лучше с ним ознакомиться, поэтому это своего рода дополнение. Наверняка некоторые из вас, кто сидит в различных телеграм-каналах или группах ВК, видели это изображение с громкой припиской: в файлах игры спалили новое загадочное изображение, которое напоминает подарочки. И его на самом-то деле и палить-то нечего. Если вы пользуетесь игровым трекером файлов CS2, данное изображение особо не прячется и находится рядом с иконкой будущих брелков, о которых я говорил в прошлом ролике. Но почему же тогда я не упомянул это изображение? А все просто. Оно может ни хрена для простого игрока не значить. Покопавшись более тщательно в библиотеке инструмента CS2 Items, в котором и было найдено большинство утечек, я наткнулся на многие вещи, которые поясняют данное изображение и что вообще происходит. Дело в том, что данный инструмент для простого пользователя дает возможность создавать скины, наклейки, спреи и уже музыкальные наборы. Ну а в режиме разработчика, чему свидетельствует метка Dev Only в коде инструмента, в нем они могут создавать ключи для игры, кейсы, капсулы и различные списки предметов. И как раз таки данное изображение относится к новому виду списков, внутри которого есть несколько других списков. Возможно, это касается качества предметов, так как сама иконка с разноцветными коробками об этом нам говорит. Так что да, это возможно создано только для удобства разработчиков при создании различных кейсов и может быть для создания новых разновидностей качества предмета. Ну и немного дополнения к брелкам. На самом деле в инструментах уже полностью готова вкладка для создания брелков, но она, как вы понимаете, стоит под тегом Dev Only, то есть только для разработчиков. Так что, ребята, это уже никакие не намеки, это готовая структура для брелков уже есть в CS2. Ну и напоследок, конечно же, про теневые обновления. Некоторые, наверное, в курсе, а многие уже догадывались, что в CS2 есть вещи, для изменения которых им не нужно выпускать файлы с обновлениями. И к таким вещам относится система званий, система подбора игроков, список предметов еженедельного дропа и почти полностью система фактора доверия, так как все алгоритмы находятся на дата-сервере, и даже когда обнов в игре нет, они все равно по чуть-чуть, но корректируют эти данные. В целом, старички и так могли это заметить и
играя давным-давно в CSGO, когда обнов там почти не было. Список еженедельного дропа предметов все равно изменялся. Так вот, за эти 2 недели на самом деле разработчики тестируют новый алгоритм подбора игроков по званию, включая саму систему званий, так как то, что сейчас происходит в ММ, очень похоже на то, что было перед августом 2022 года, когда они решили сбросить всем звания, объявив о нововведениях в алгоритме. Также стороной не обошлось и без фактора доверия. Вы уже наверняка слышали, что система стала отправлять некоторых читеров после 24-часового бана играть с другими читерами. И на самом деле это касается не только читеров. В CS2 теперь несколько пулов. И исходя из меток, что вам присваивает фактор доверия, вас могут закинуть к разным чертам. И да, пока что все выглядит как тест, так как исходящей цели пока не наблюдается. И такой подход тоже имеет очень много изъянов. И на этом у меня пока что все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!